Всем привет! В этом ролике хочу рассказать, как подровнять волосы одним срезом, чтобы получилось максимально ровно. Скорее это актуально будет обладательницам густых волос, так как если волосы не густые, концы тонкие, то там в принципе можно и одним срезом все отрезать. Итак, голову мы разделяем на 4 части двумя проборами, которые пересекаются в наивысшей точке головы. Это вертикальный пробор и горизонтальный пробор от уха до уха. Далее, чуть ниже затылочных бугров, мы выделяем зону нижнего затылка. Остальные волосы закалываем зажимами, чтобы они нам не мешались. Зону нижнего затылка будем простригать горизонтальными проборами. Самая нижняя будет контрольная прядь. С ней как раз нужно определиться при выборе длины. На этой схеме я показываю, как мы будем поэтапно простригать зону затылка. Вот так это будет выглядеть сбоку. Первым этапом мы будем простригать нижний затылок, вторым средний и третьим верхний затылочный блок. Вот так это будет выглядеть сзади. Красной линией я указала основное разделение головы, про которое я говорила в начале. Это разделение от зоны от уха до уха как раз разделяет волосы на две части, которые во фронтально-теменной зоне и в затылочном блоке. Итак, здесь я выделила нижний затылок и показываю, каким образом мы его будем простригать. Голова клиента максимально наклонена вперед, выделяется нижняя прядь и простригается с оттяжкой 0 градусов на желаемую длину. Затем выделяется следующая прядь и простригается на такую же длину, как и нижняя. Нижняя прядь будет являться контрольной для всех последующих прядей. Теперь давайте посмотрим, как это будет выглядеть на моей болванке. Наклоняя голову максимально вперед. Вообще это очень важно, как клиент держит голову во время стрижки, так как от этого будет зависеть конечный результат. Для стрижки нижнего затылка лучше использовать расческу с мелкими зубьями. Натяжение волос во время оттяжки прядей должно быть такое сильненькое, конечно, в разумных пределах. Бывает так, что на некоторых возрастных клиентах во время оттяжки прядей, когда сильное натяжение, оттягивается кожа головы, поэтому вот за этим тоже нужно следить. В противном случае срез получится неровным, когда мы пряди отпустим в свободное падение. На этой схеме я показываю, как мы будем простригать средний затылок, то есть аналогично нижнему затылку. Контрольной прядью также будет являться прядь нижнего затылочного блока, которая была прострижена самой первой. Все пряди будут оттягиваться к ней под углом 0 градусов по отношению к голове, то есть оттяжка нулевая. Но здесь мы уже попросили клиента немножко приподнять голову. Затылочный блок можно простригать как вам удобно. Сначала, например, левую сторону, затем правую, либо поочередно прядь левая, прядь справа. Я, например, стригу сначала с серединки, а затем влево и вправо. Главное соблюдать оттяжку и контролировать длину. Пряди старайтесь выбирать не толще 1 см, чтобы во время среза была видна контрольная прядь. Когда мы стрижем средний затылок, натяжение пряди уже не такое сильное. Оттяжка пряди в 0 градусов означает, что волосы нужно тянуть максимально вниз, то есть вдоль спины. Не приподнимать пряди, не тянуть их влево, вправо, то есть контролировать длину оттяжки, положение пальцев. Это важно для того, чтобы получился качественный, прямой и ровный срез, то, к чему мы стремимся. В данном случае, когда мы простригаем затылок, мы стоим строго позади клиента, не прыгаем туда-сюда, влево-вправо. Оттягиваем пряди вниз и создаем ровную прямую линию. Если мы поменяем положение тела, соответственно, наши руки также поменяют правильный угол оттяжки. И если в это время мы болтаем с клиентом и наше положение тела меняется, руки уже будут неправильно оттягивать прядь. Но мы это можем не заметить, потому что мы уже отвлечены. В результате стрижка может получиться некачественной, и в процессе доработки уйдет больше длины, то есть стрижка получится короче. Здесь я показываю стрижку верхнего затылочного блока. Все так же, как и с нижним и средним затылком, но голова клиента здесь должна находиться в максимально прямом положении, то есть ровно. Все пряди волос друг за другом оттягиваются вниз к первой контрольной и простригаются на ее уровне. Здесь натяжение волос минимальное, используется расческа с крупными зубьями. Некоторые мастера вообще простригают волосы в свободном падении.
то есть без натяжения пальцами. Просто прочесывают волосы вниз и на уровне уже простриженных прядей простригают верхние волосы. Итак, здесь я своей болванки приподнимаю голову ровно и начинаю простригать верхний затылок. Итак, прядь за прядью также отчесываю волосы вниз, фиксирую пальцами и простригаю. Для контроля баланса длины с двух сторон я выделяю две пряди и в центре их сравниваю по длине. Если они одинаковые, тогда все замечательно. Мое подравнивание получилось ровным. Если нет, тогда продолжаю искать свои недочеты. Если есть недочеты, это значит, что угол оттяжки или положение тела были изменены во время стрижки. Итак, здесь мы уже простригли весь затылочный блок 1, 2, 3 и приступаем к стрижке височных зон. Контрольная прядь для височных зон у нас будет находиться в зоне над ухом. Именно на нее мы будем ориентироваться. В нижнем височном блоке выделяется прядь и подравнивается на таком же уровне, как и контрольная прядь. Натяжение пряди в височных зонах не должно быть сильным. В противном случае можно застричь волосы. В височных зонах волосы особенно тонкие, поэтому тут важно следить за срезом оттяжкой. Если у вас нет челки и вы не хотите получить закругление у лица, тогда пряди лучше оттягивать немножечко к уху. В таком случае может получиться небольшое удлинение, которое потом легко можно будет откорректировать. Итак, здесь я уже выделила височный блок и приступила к стрижке. Такой метод стрижки подходит обладательницам всех прямых волос, которые хотят носить ровный срез, ровные волосы в одну длину. Также он подойдет обладательницам волнистых, вьющихся волос, но которые носят укладку прямо, то есть выпрямляют волосы. Если волосы вьющиеся, то перед такой стрижкой их нужно вытянуть утюжком и простригать в сухом виде, потому что если их намочить, они опять будут виться. Не забывайте следить за положением головы клиента. Это особенно важно, когда вы делаете стрижки с прямыми ровными линиями. Даже когда клиент, допустим, смотрит в телефон, то положение головы автоматически меняется, а это влияет на качество. Здесь я уже простригла одну височную зону и буду приступать ко второй. Ее стрижка аналогична первой. Также выделяется нижняя затылочная прядь. На длину буду ориентироваться за волосами над ухом. Немножечко оттягиваю прядь назад, чтобы не получить закругление. Вообще на своей болванке я состригла, наверное, сантиметров 7 или 8. Думаю, на ней я сделаю 6 или 7 стрижек в дальнейшем. Если у вас есть пожелания посмотреть, как стригутся какие-то определенные варианты стрижек, пишите в комментариях. Возможно, я на этой болванке их буду стричь. А вообще, пишите любые комментарии, даже негативные, они тоже нужны. Если вы думаете, что после стрижки височных зон это уже все, то могу сказать вам, что это еще не все. После того, как простригли виски, мы прочесываем все волосы назад, просим клиента максимально наклонить голову вперед и еще раз тщательно прочесываем расческой с мелкими зубчиками, и те волоски, которые вылезли, а они вылезут, мы простригаем. Друзья, если было полезно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем спасибо!